Я вас вітаю в своєму саду знов. Я Світлана, і ви потрапили на мій канал про сад. Він знаходиться під Києвом. Планувала розповідати про інше, але сталося не те, що гадалося. У нас произошли большие заморозки вчера, и сегодня в ночь было +2, по ощущениям 0. Вчера утром я вышла в сад, я, конечно, была шокирована. Весь день все валилось из рук, ничего не могла я вам рассказать, показать. Сегодня ночь пережила, успокоилась. Кстати, в 5 утра выходила в сад, смотрела. Катастрофа. У нас повышенная влажность, все оледенело, туман вечером был. И все, и розы, и пионы, и гортензии, все листики оледенелые. Я вот так их двигала, а они хрустели. Представляете? В общем, покажу вам последствия, что случилось. Расскажу, что я буду делать. Может быть, у кого-то такие же проблемы. И мои советы вам помогут. Не расстраиваемся. Растения не погибли. Просто в этом году мы лишимся цветения каких-то цветов. Но у нас будут другие цветы. Нам главное сейчас помочь нашим растениям выйти из этого стресса и самим напиться валерьянки и приниматься за работу, что буду делать и я сегодня. Ну, идемте, быстрее покажу. Начнем с магнолии. Они и рододендроны пострадали больше всего. Ну, и вот моя магнолия Соланжа Альба Суперба. Мы видели ее цветение в начале апреля, даже в конце марта. Аномальная погода. И так она выглядит сейчас. Почернели листья, опустились, пожелтели. В общем, где-то в середине деревца остались. Листва более здоровая, не так возрасту вышедшая, то есть более взрослая, та, которая первая появилась. А вот эти совсем молодые листики, они мягкие, бархатные, как у всех магнолий. И они просто скрутились, как бумага промокательная от влаги, от мороза. Я вам говорила, все листочки были оледеневшие. Что мы будем делать? Первое, что мы делаем, мы ее оставим в покое дней на 5. Посмотрим. Те листья, которые совсем умерли, они почернеют, скрутятся. В перспективе они могут опасть сами. Но лично я не смогу смотреть на вот такое черное все, печальное в саду. Я буду обрезать по возможности листву, которая почернеет, скрутится. Но у самого побега буду оставлять около сантиметра череночка. Из той пазухи пойдут нам новые веточки, новые листья. С опозданием, ну, для того, чтобы она лучше вышла из стресса, мы будем делать что? Второе. Сейчас сразу ничего делать не надо. Не надо ее каждый день какими-то стимуляторами, антистрессами. Просто поливаем. Поливаем, наблюдаем. Через недельку растение уже встрепенется, придет в норму, погода наша устаканится. И мы будем, можно под корень проливать с периодичностью 5-10 дней. Сильно часто не надо ее закармливать, это повторный стресс для нее будет. Я буду пользоваться препаратами фирмы Валагра. Антистресс, Мегафол, по-моему, Киндал, это идет, ну, как подкормка, как стимулятор роста, и Радифарм. Буду менять препараты и проливать, и брызгать. Вообще, Валагра это больше
по листу идет. Под корень она у меня уже комплексным удобрила, поэтому под корень никаких удобрений я не буду, только полив. Ну и дождевание, ну и следите за температурой, чтобы температура опять нам сюрпризов в начале июня не преподнесла. Сейчас покажу другие мои магнолии. Вот тут за мной находится магнолия, это Rustica rubra. Она пострадала тоже сильно. У нее, во-первых, из салатового листья какие-то бледно-желтые стали, верхние почернели, ну и тоже ей очень нехорошо. Как ни странно, лучше всех себя чувствует магнолия Феликс Жюли, которая посажена всего дней 10 назад. Я ее посадила, я вам показывала. Она почему-то почти... То ли она росла там в том регионе и закалились, но я думаю, у нее просто больший срок вызревания листвы. То есть листья более плотные. Вот, допустим, у древовидной гортензии, вы смотрите, она стоит вся, ну вон немножко черные по листьям пошли, а так древовидная гортензия перенесла эти заморозки на 5. Мой рододендрон Перси Вайсман не успел зацвести, только полностью расхорошелся, и опять его ударили морозы. Первые морозы были, когда почки закрыты были, это в начале мая у нас тоже были приморозки, я за них не переживала. Ну а сейчас цветы, конечно, не выдержали такого агрессивного похолодания. Немножко видео я сняла, я вам показала, и в конце этого видео покажу, какой он красивущий. Просто он и в пасмурный день просто красавчик, переливался на солнце. Ну а сейчас нам останется в цветении только те бутоны, которые не раскрылись. Остальные почернеют, пожелтеют, опадут. Но это еще, хочу сказать вам, не худший вариант. Ростовые почки у него еще скрыты вот этими завявшими цветами. Сейчас покажу рододендроны, которые совсем плохо перенесли это похолодание. Они высажены всего 5 дней назад и пришли мне уже с ростовыми почками, с побегами сантиметров по 10. Эти все побеги почернели, и вот это вариант похуже. Идемте покажу. Ну и вот это Rustica rubra. У нее лист и не салатовый даже, а какой-то желтый в пятнах, черных. Тут, значит, делаем то же самое. Ждем несколько дней, поливаем, пока не удобряем. Дня через 3, через 5 начинаем, если есть листва живая, антистрессом по листве. Если нету, тогда под корень какой-то антистресс льем. Обязательно проливаем, чтобы она сухая не была, чтобы корни-то у нее живые, могла набрать влаги. Вот это Heaven's Scent. Вторая. Чувствует она себя также плохо. На 3 с минусом. Почернели листья. Но вот этот еще ничего. Но вообще листва пострадала вся. Скрутилась. Даже если цвет не поменяла, вот эти листики уже будут опадать. А вот и Феликс Жюли, который лучше всего перенес этот катаклизм. Большие листья у него почернели сразу вчера еще. А остальные, смотрите, какие хорошенькие. Такие даже зелененькие. Ну, немножко цвет поменяли. Темными пятнами немного пошли. Ну, а в основном вот этот лист совсем молодой. А в основном на 4 с минусом пережила. Рододендроны, у которых цветочные почки только открываются, им, скажем так, повезло. Вот этот будет с ним все хорошо. Рододендроны же переносят морозы. Разные сорта, минус 24, минус 30 даже. Поэтому с ними будет все хорошо. А вот этот рододендрон, к сожалению, но нам даже не цветы тут важны. Видите, как он выглядит плачевно. Я переживаю за вот эти вот... Это молодые побеги, которые должны были давать нам на следующий год закладывать бутоны, цвести.
Сейчас я жду, посмотрю, что засохнет, что опадет. Ничего не трогаю с рододендронами. И так же, как у магнолии, буду проливать. А потом антистрессом. Кстати, антистрессом рододендроны, у них-то листва живая, хорошая. Мы их можем сразу же антистрессом брызгать по листу. Рододендроны наши. Вот этот больше всех пострадал у меня. Я сняла 2 видео, я вам покажу, какие у него цветочки лиловые, такие красивые. У этого пострадали только раскрывшиеся цветы. Это Push Purple. Вот так он от хилата железа у меня только в себя начал приходить. Вот эта желтая канва, это нехватка железа или магния. Но сейчас не до обработок. Сейчас как бы вывести из этого состояния его. Рододендрон, конечно, очень красивый, но эти листики, эти бутоны пострадали. Они вот так вот засохнут и опадут. Очень пострадали хосты. Вот я вам рассказывала, переделывала зону. Они просто как тряпочки. Но этот еще и ничего, листик. Это хоста Петриат. А рядом посажено. Вот это. Тут придется с хостами нам всю листву срезать у хост. Осталась живая только в самом низу. Вот такая. А вот эту верхнюю по листику будем срезать. Но тоже не сейчас. Подожду дней 5, посмотрю, какая, может быть, в себя придет, какие листики. Что интересно, хосты, которые посажены вот в этой зоне, я сюда тоже посадила, их рассадила, пострадали меньше. Видите, попадали листики, а это вообще красавица. Тут зависит от сорта, конечно же, и от местоположения. В данном случае тут у них ветерок гулял морозный. Но растения живы. Хосты тоже, когда пообрезаем листву, тут для стимуляции роста, чтобы листву нарастило, будем уже только радифармом пробрызгивать. И плантофолом по здоровой листве уже пойдем, чтобы стимулировать. Но сейчас идемте про гортензии расскажу. Вот так вот выглядит фантон в этой зоне у меня, где рододендроны почернели. Плохи дела, почернели листики у него, скрутились уже. Но листвы здоровые у него, конечно, больше, чем у Magical Sweet Summer. Посмотрите, это гортензия. Конечно, совсем ей нехорошо. Будем надеяться, что хотя бы несколько соцветий у нее будет. У меня второй штамп в другой зоне. Я сейчас ради интереса хочу подойти посмотреть, как там она себя чувствует. А те штамбы, которые он там возле забора, где елочка Хупси моя, там тоже плохо-плохо вышли из зимы. А для сравнения, ой, из зимы, да, из мороза. А для сравнения, вот гортензия мы ей как раз вчера поставили. Это Silver Dollar. Смотрите, ни одного побитого листика. Хотя я рассказывала, вышла в 5 утра, с собаками гуляла. Все листья обмороженные, как льдом, и гнулись, хрустели. Льдом взялись. Розам, кстати, некоторым только плохо. Только я их от жуков спасла, как тут другая напасть, да? Ну вот, значит, немножко ванила фрейс прихватилась. Видите, цвет листвы не зеленый. И вот есть некоторые пятна темные. Так, тут пионы наши приветствуют меня бутонами своими.
сейчас пойдем к пионам, я вам про них что-то расскажу. Туда, где большие кусты мои. Пинки-винки немножко по краю листа, видите, прихватилась тоже. Но ее сразу антистрессом, мегафолом. Это идет больше как восстановитель, как я вам говорю. Лаймлайт отлично себя чувствует вообще в этой зоне. Взрослые гортензии пострадали меньше. А молодые, ну, вот ванила фрейс штамбовая, она пострадала. Ну ладно, не будем разглядывать, расстраиваться. Идемте смотреть пионы. Вон туда. Вот пришли в ту зону, где моя вторая большой взрослый штамп. Это даже начальник рода этих гортензий. Смотрите, в каком она состоянии. Она у меня молодец. Стоит зелененькая, кое-где небольшие темные пятна. Но так, тут даже мы в цветении ничего не потеряем. Ну а вот кусты пиона. Давайте даже тут рассмотрим. Вот этот будет цвести первый раз. Сорт увидим. Что же я увидела в 5 утра сегодня? Я была, честно говоря, в шоке. Это сейчас я уже смотрю, и как-то мне даже не верится, что все прошло мимо. Все вот эти бутоны вот так вот были наклонены. Даже не наклонены, они повисли тряпочками. Вниз висели по листве. Видно, что они стрессанули тоже. Кое-где почернели. А бутоны, и это только благодаря тому, что они еще закрыты вот этими зелеными чешуечками, поднялись. Честно говоря, это хоть маленький бальзам на душу, что цветение пионов будет. Цветение пионов будет. Даже вот такой один где. Тут я сорт хотела посмотреть, не отрывала бутончик. А вот те большие кусты у всех были повисшие. Вот этот красавчик меня порадует. Ну, в общем, это я к тому хочу сказать, что пионы подняли повисшие свои головки. Видите, стоят все вверх, смотрят. Но я уже, честно говоря, была готова, что цветения пионов тоже не будет. Такой стресс. Ну а сейчас все. Посмотрели видео. Ждем хотя бы пионов цветения. У меня 4 сорта рододендрона. Еще не раскрылись почки, поэтому там цветение будет. А тут, кстати, гортензии меньше пострадали. Видите, это поларбия. А вот ванила молоденькая. Тоже с ней хорошо. Прихватился немного. Это, по-моему, фантом. Почернели у него верхние. Но не у всех. Поэтому какое-то цветение мы будем. Мы поэтому все гортензии, все будем антистрессом и стимулятором роста. Ну, на этом я хочу закончить видео. Не расстраивайтесь. Растения, они такие живучие, восстановятся. Будет немного меньше цветения. Ну, видимо, природа протестует. Смотрите, какая пихта корейская красивая. И пошли желтенькие приросты на моей Аорес пиката. Всего хорошего.